Нас двое, и мы исследуем заброшенный мир. Вокруг нас много физических явлений, которые можно спутать с паранормальным. Но мы постараемся разобраться, где вымысел, а где правда. Развеем мифы и оставим только истину. Вы готовы оказаться по ту сторону? Тогда вперед! Всем привет, друзья! Вы на канале On the Other Side. Меня зовут Марта, и я сегодня случайно попала в заброшенную деревню. Даже не скажу, что это прям деревня, это деревня, но здесь никто не живет. По крайней мере, зимой здесь, может быть, живет несколько человек, потому что эта деревня находится прям в жесткой глуши. Сюда ехать надо, я не знаю, на чем здесь люди добираются. Тут просто через поля, ужаснейшая дорога. Здесь ни магазинов нету, ничего. То есть это, можно сказать, такая в лесу, на каком-то отшибе. И вокруг лес. Вокруг леса этой деревни. В общем, сейчас мы с вами пройдемся немножечко, посмотрим. Возможно, нам удастся попасть в какой-нибудь домик, посмотреть, что внутри. Вот. Оставайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пойдемте посмотрим, что здесь можно интересного найти. Здесь нету ни собак, ни людей. Вообще ничего, никого. Здесь только дачки, в которые, я так понимаю, приезжают люди чисто летом. Я не знаю, получится ли куда-нибудь сейчас забраться. Но это, конечно, жесть. Вы не представляете, насколько это глушь и в каких именях это все находится. Вот сразу справа просто лес. Домик, судя по всему, здесь никто не живет. Но видите как? Там еще вон дом в лесу. Дорога в никуда. Жутко на самом деле. Такое ощущение. А вот еще один, кстати, дом стоит. Ощущение прям не то чтобы неприятное, но довольно странное за счет того, что здесь нету ни людей, ни животных. Ой, это прям заброшка, ребят. Это прям заброшка. Сейчас посмотрим, что там. Я здесь оказалась абсолютно случайно, поэтому у меня нет с собой ни света, ни вообще какого-либо оборудования. Вот, но решила вам хоть немножко что-то заснять, показать, потому что место специфическое. Место интересное. Кстати, смотрите, какие-то есть следы, которые ведут как раз-таки в этот дом, блядь. Ребята, реально следы есть. Какая жесть. Представляю, здесь какой-нибудь маньяк засел. Ага, здесь вообще, видите, ничего. Вообще ничего нету. Но есть следы, что меня как бы не сильно радует, потому что встретить какого-нибудь, не знаю, беглеца или неадеквата в этих местах я бы не хотела вообще. А вот тут я даже не знаю, пройдем мы туда с вами, ребятушки, или не пройдем. Давайте попробуем, потому что вон там еще, вон там, вон в лесу стоит еще один дом. Я надеюсь, я сейчас никуда здесь не провалюсь. Но просто не знаю, раз я оказалась в таком месте, не показать его вам. Я, конечно, не могу. Полная глушь, полная.
Мать его, глушь. Еще такая погода, когда предзакатное время. Вот, просто стоит дом, ребят. Просто дом стоит. Как нам к нему пробраться-то? Страшно, ребят. Действительно страшно. Я вам скажу. Страшно, очень страшно. Если бы вы знали, что это такое, я реально надеюсь, что здесь никто не живет. Блять. Вы видите, что происходит, друзья? Это... Там вот еще дом, видите? Такой бурелом. Как-то там есть дверь. Ну, блядь, как туда пробраться? Ребят, здесь можно легко куда-нибудь провалиться. Не знаю, зачем я сюда поперлась. Можно было там пройти. Сейчас мы попробуем с этой стороны. Единственное, конечно... О, надо было здесь проходить. Единственное, конечно, что радует, это то, что... Господи, как жутко. Радует то, что сейчас зима. И, соответственно, нету никаких насекомых. Друзья мои, хотя бы так на телефоне. Смотрите, какие. Здесь просто кровать, шапка из газет. Обои раньше клеили, газеты сначала, потом обои. Этот пейзаж. Здесь все сорвано. Жесть. Жесть, какая жесть. Жутко, ребят. В таком месте находиться одной, я вам скажу, это очень жутко. Кафтан висит. Давайте попробуем еще. Давайте закроем. Только было закрыто. Здесь что еще? Ой, блядь. Сумка какая-то. Видите, как дверь отошла. Сумка стоит. Какие-то книги. Но залазить не буду, ребят. Блядь. Звуки везде какие-то. Как мне сказали друзья, человек, у которого в этом месте находится дача, сказал, что так как в эту деревню очень сложно добираться, соответственно, людям здесь давали участки, они здесь строили какие-никакие дома, по возможности приезжали, но со временем многие это дело забросили, потому что добираться сюда, я не знаю, на оленях, на конях, там, не знаю, на каких-то огромных машинах надо, на тракторе. Ну, то есть добираться сюда просто практически нереально. Вот, поэтому люди просто начали отсюда уезжать. И, соответственно, место это полностью запустело. То есть вы слышите, какая тишина? Здесь нет ни людей, ни одна собака. Вот пока я хожу по этой деревне, ни одна собака не залаяла. Соответственно, если в деревне нет собак, то, скорее всего, в глухой такой деревне, то, скорее всего, здесь и нет людей. Конечно, это непередаваемая атмосфера. Ребят, непередаваемая. Вот сейчас мы пройдемся еще в другую сторону. Тут вот, кстати, домик, как будто бы здесь, в принципе, есть домики, как будто бы здесь прям люди приезжают. Но я так понимаю, приезжают летом и, наверное, на весь сезон, я не знаю, просто здесь ни магазинов, ничего. То есть как они здесь, приезжие эти люди, как они здесь вообще обитают, потому что это такая глушь.
Но какие-то шаги, слушайте, есть следы. А это следы, кстати, зверей. Это, возможно, вообще следы волков. Посмотрите, какие следы. Реально, посмотрите. Или собак, или волков из леса. Да ну нахер. Я здесь одна хожу, блин. Просто капец. Просто капец. Ребятушки, ставьте лайкосик видосику за мою отвагу ходить по заброшенной деревне одной. Висит замок. Думала, может, нету ничего. Нет, ребятки, висит замок. Тоже не знаю, приезжать сюда или нет. Но выглядит все это очень очень аутентично. Я не знаю. Там тоже такая улица. Давайте немножко пройдемся по ней. Посмотрим, может быть, какую-то заброшку мы снимем. Друзья мои, так как сейчас у нас зимний сезон, соответственно, мы сейчас очень мало снимаем. Мы не планируем забрасывать канал и прекращать снимать. Но на данный момент, период жизни, это очень проблематично. Наверное, в первую очередь, скорее из-за того, что нехватка времени, ребят. Нехватка времени. Поэтому контента сейчас выходит не так много, а точнее его уже давно не выходило. Но я надеюсь, что с потеплением мы начнем исправляться с Аленушкой и снимать для вас что-нибудь интересное, новенькое, атмосферненькое. Вот. Но на данный момент, к сожалению, такой возможности у нас нету. Тоже какой-то домик. А ну-ка. А ну-ка. Ну, тоже, скорее всего, конечно, будет на замок закрыто, да. Закрыто на замок. Тоже такая полуразруха. Блин, ну ни одного человека я здесь не встретила за все время. Сколько я сейчас тут хожу? Минут 15-20. Ни одного человека. Вот то, что туда уходит дальше такая вот смутная дорожка, мне это нравится. Ну, смутная в плане, видите, не особо она такая проездная. То есть, если здесь еще такая более-менее, дальше видите что? И вот мне интересно, возможно, дальше, может, и найдем мы какие-нибудь домики заброшенные. Вот тоже дачные дома. Посмотрите, ребятки, сдается мне, что этот домик точно заброшен. Он очень маленький. Очень маленький. Вот. Но он 1000000%, конечно, заброшен. И в него можно попасть. Но я так думаю, что там ничего нету. Да. Это такой недостройчик. Я вообще не знаю, для чего такой маленький домик нужен. Но это приблизительно как тот, в котором мы с вами были до этого. И вот еще один маленький домик стоит. Вот, ребятки, еще один заброшенный домик. С колодцем прямо. Прямо с колодцем. Колодцы, вода прям вот здесь. Ребят, сразу лес. Жесть какая. Ну, тут чисто помойка. Сейчас покажу, ребят. Тут чисто помойка. Конечно, здесь домики маленькие-маленькие. Вообще домики супер маленькие. В этой деревушке. О, чей туфля. В общем, друзья, как-то так. Смотрите, опять большие лапы. Очень большие лапы. Очень большие лапы. Не знаю. Конечно, наводит меня это на мысли о том, что здесь бегают волки, возможно. Вот маленькие, кстати, лапки есть и большие рядышком. Блин, прикольно. Но я, конечно, абсолютно не удивлюсь, потому что здесь вокруг просто леса. Соответственно, то, что здесь есть волки, я абсолютно не удивлюсь. Немного здесь было у нас с вами заброшек в этом выпуске. Вот, но само место, я решила, что я вам хочу показать его. Поэтому такой небольшой, просто чтобы напомнить вам о существовании нашего канала.
И чтобы, так сказать, разбавить атмосферу зимнюю, немножечко внести вам этого зимнего настроения и антуража заброшенной деревни. Вот, на сегодня у меня все. Пойду греться, потому что очень холодно. Вот, ждите следующих выпусков, они обязательно будут. Я думаю, уже с Аленушкой. Я всем желаю прекрасных праздников новогодних, Рождества, много сказки, много приятных моментов, много теплых эмоций. И всем до встречи. Пока-пока.